Здравствуйте, мои дорогие девочки! Я сегодня нахожусь в парке, погода прекрасная, сегодня у нас Троица. Непонятно, правда, то холодно, то жарко. И сегодня тема такая, хотела сказать, нашего урока. Нет, сегодня тема нашего видео очень интересная для многих. Как я без диет, без физических упражнений за 1 месяц потеряла 6 килограмм. На карантине, сидя дома, хотя все жалуются, что в этот момент они толстеют, и я умудрилась похудеть. И сейчас поделюсь своим опытом, значит, как это произошло. Чтобы ничего не упустить, я сделала пометки, но я вам и так могу рассказать. В один прекрасный день мне, как обычно, мне стало некомфортно в моем теле. Потому что был какой-то период, когда я просто наплевала на то, что следить вообще за тем, что я ем, ела все, что я хочу, в любых количествах. Ну, естественно, это все отразилось на объемах, конечно. И вот внезапно мне стали мешать мои килограммы. Потому что, видимо, настало лето, и мы носим какие-то другие вещи, такие более легкие. И прям я почувствовала, что они мне мешают. Но я категорически вообще всегда была и есть против диет. Потому что, например, диеты портят мне настроение. И получается, если я сижу на диете, то результат получается не такой долгосрочный. И через некоторое время или по прошествии этой диеты, там, допустим, я похудела, все хорошо, но радость длится недолго, потому что мне хочется тех продуктов, которых мне не хватало во время диеты. И я, естественно, начинаю их есть. Ну и ни к чему хорошему, понятное дело, это не приводит. Поэтому, значит, я миновала эти диеты. Я стала следить за собой. И у меня такой организм, вы должны тоже проследить за своим организмом, что если, например, я 1-2 дня не ем, я худею, я теряю вес очень хорошо. Но у меня проблема в том, чтобы не есть. То есть мне очень тяжело не есть целый день или сидеть, например, на сырой пище. Правда, мне тяжело это. Если только это не какое-нибудь голодание полное, но мы сегодня не об этом, мы о том, как похудеть без диет, голоданий и так далее. То есть я проанализировала свои, так сказать, запросы своего организма. Например, утром я проследила, что мне всегда утром, как завтраку, мне хочется кофе с молоком и сладкую булочку. Практически всегда, каждое утро. И больше ничего. Ни в творог, ни сыр, ни колбасу, яичницу, кашу, что мы там утром еще едим, ни мюсли, а именно кофе и сладкую булочку определенную. Ну, не буду называть какую, это не важно, но вот я хочу определенное это. И я подумала, что получается, так как я не ем эту сладкую булочку с кофе, я начинаю есть ненужные мне продукты. Почему я начинаю есть? Потому что мне хочется одного, а ем я, как принято, значит, по утрам, что-то другое. И я не получаю удовлетворения. Я не получаю того наслаждения, которое я бы получила, например, от этой сладкой, да, казалось бы, нельзя, сладкой булочкой с кофе, но зато именно после такого завтрака я была бы удовлетворена, и я бы не ела лишние, совершенно мне ненужные продукты. Потому что когда вы не получаете удовольствие, вы начинаете его искать. Что-то там заесть, у вас чувство неудовлетворенности вас гложет. И вы начинаете есть то одно, то другое, и оно вам не приносит той конечной точки удовлетворения, если бы вы съели то, что вы хотели. Но вы бы на этом остановились и были бы в хорошем настроении и не ели бы лишние вещи, которые просто так вы закидываете в себя, и они не приносят вам никакой пользы, это все пойдет в жир. Понимаете? Эта мысль до меня доходила не сразу. Думаю, почему я все время хочу вот этого? Почему? Да какая разница, почему? Если организм у вас просит вот этого, значит, дайте ему это. Он же меня просил об этом, получается,
каждое утро. И я игнорировала это и ела то, что обычно положено утром, то, что ест, допустим, мой муж, с ним за компанию. Так вот, этого делать не надо. Ориентируйтесь только на себя. Если вы утром хотите соленый огурец, ешьте соленый огурец. Понимаете, вы получите с этой булочки меньше калорий, чем вы наедитесь низкокалорийными и, казалось бы, обезжиренными какими-то продуктами, но вы съедите их гораздо большее количество. И я с этого момента решила прислушиваться к себе. Хочется ли мне вообще реально есть? Может быть, и вообще я есть не хочу. Если, например, как я это делаю? Смотри, я не имею в виду, что если вам хочется жареного осьминога, то надо идти в магазин и обязательно его купить и пожарить. Нет, смотрите, что у вас есть и что максимально вам подходит на сегодняшний момент. Посмотрите внимательно. Часто вы просто раздумаете кушать вообще. То есть вам расхочется. Смотрите, как делаю я. Если у вас семья, и все сели кушать. Вот у меня семья из 4 человек. Кстати, каждый имеет свой вкус, это мне очень тяжело достается, потому что обязательно кто-то будет ныть, что он хочет что-то другое. Ну, я уже привыкла и как бы, да, делаю то, что устраивает всех. Немножко того, немножко того. Но если вы решили прислушиваться к своему организму, семья просит кушать, а вы, допустим, не хотите, да, что вы делаете? Как делаю я, да, я как пример расскажу. Из того, что стоит на столе может стоять там рыба, мясо, я не знаю, салат, картошка, рис, ну все что угодно, да. Допустим, я наливаю себе чашку борща со сметаной, с чесноком, можно с кусочком свежего багета, с лучком, с перчиком. Все, как я люблю. И я съедаю вот этот вот чашку борща, и мне хорошо, и я наелась, и я уже смотрю, хочу я дальше, там я могу доесть немножко салата к этому всему, а могу вообще ничего не есть. То есть это важно, то, что вы должны получить удовольствие от еды. И только ориентируемся только на свое удовольствие и на удовлетворение своих вкусов. Иначе вы будете хотеть опять что-то, потом опять что-то, и, в общем, опять вы наедаетесь лишней едой. Потому что суть в том, чтобы именно получить удовольствие от еды, и вам не захочется ничего дополнительно есть, заедать это, перебивать вкус и так далее. Вот, и поэтому, значит, если, например, я буду есть борщ, а я готовлю обычно постный борщ, без сметаны, без перчика, без лука, без чеснока, там, без черного хлеба, ну, там, того, чего я люблю, все, я удовольствия не получаю, я начинаю закидывать туда дополнительно какие-то продукты. Еще важно учитывать то, чтобы вы знали, да, почему я похудела. Я еще не ем, уже давно я отказалась от сахара. Я не ем мясо. Ну, я ем мясо, когда захочется, но практически очень редко. Я не употребляю алкоголь уже давно. И всякие вот эти вот газированные напитки, всякую колу, молу, это я все не ем. От этого тоже здорово толстеют, поэтому имейте это в виду. Я придерживаюсь в основном правильного питания, во всяком случае стараюсь это делать. Я люблю салаты, рыбу, прислушиваюсь к организму. Если мне хочется, например, что-то, там, пирог или, я не знаю, тортик, я кусок ем, а могу и 2. То есть, если меня организм просит, я это делаю. Но мы взрослые люди, да, я исхожу из этого, что вы прекрасно понимаете, что если организм вас просит постоянно пельменей или торта, то это ненормально, и делать этого не надо, и вы от этого потолстеете, да. Мы же не дети, мы понимаем это, понятно. Я за сбалансированное питание, но за разнообразное и с вкраплением того, чего вам хочется. Вообще ориентируйтесь только на то, что вам хочется. То есть, если вам нравится салат со сметаной, ешьте салат со сметаной. Если вам хочется там мороженого, то обязательно делайте вкрапление мороженого, вкрапление жареной картошки и так далее, чтобы у вас организм был удовлетворен вашей едой и получал положительные эмоции. Еще одна очень вещь такая важная. Если вы кушаете и вдруг вы поняли, что вы наелись, не доедайте, оставьте в тарелке то, что осталось.
Лучше вы это выбросите, хотя я против как бы выбрасывания продуктов, но в данном случае лучше вы это выбросите, чем вы это закинете в себя, жалея этот продукт. Вы пожалеете лучше свой организм, потому что это будет ему уже излишек, который он должен переварить, а это он не хочет уже переваривать, потому что вы не хотите есть, и это все пойдет в жир. И не напивайтесь водой, как сейчас модно по 2-3 литра, особенно те, у кого повышено кровяное давление. Это очень вредно. Что еще помогает не делать лишних перекусов? Вы, конечно, перекус перекусу рознь. Вы можете перекусывать, там, съесть мюсли, пирожок, кефир, сок, салат, я не знаю. Но, понимаете, следите за тем, что вы закидываете в рот. Потому что я по себе знаю, что очень незаметно и бесконтрольно залетают к нам в рот какие-нибудь маленькие штучки, типа конфет, орешков и так далее. А это очень-очень прибавляет веса. И потом помните, что от сладкого хочется опять есть. Сладкое очень возбуждает вот эта потребность закинуть еще раз сладкое, потому что от сладкого разводятся паразиты в организме. Вы об этом, надеюсь, знаете, но это другая уже тема, она очень обширная. В общем, сладкое даже по этой причине уберите из рациона. И не бойтесь калорий и жирности продуктов. Просто ешьте этого мало. Вот моя подруга, у меня есть подруга, она всю жизнь на диете, и она постоянно выискивает какие-то продукты бескалорийные, низкокалорийные, там какие-то легкие и так далее. И постоянно она борется с желанием, даже не то, что есть, а с желанием жрать вот чего-то такого. То есть такое нам не надо, мы делаем упор именно на удовольствие. Лучше меньше продуктов, да лучше, как говаривал дедушка Ленин. Между прочим, сосудам и мозгу нужен жир. Обязательно. И помните об этом. И обязательно не исключайте масла и жиры из рациона. Значит, смотрите, если вечером вы вдруг захотите там шоколад, и вы вроде хотите похудеть, а вам прям раздирает, хочется шоколада или кусок пирога, то подумайте, сиюминутное утоление желания вы себе сделаете, да, как на какие-то за минуту вы съедите, допустим, эту шоколадку и прибавите себе лишних кило, абсолютно ненужных вам. Либо у вас хорошая фигура будет надолго, и вы будете долгосрочно получать положительные эмоции, радостные от того, что вы можете все носить. У вас есть возможность носить то, что вы хотите, от того, что вы помолодеете, станете легкой и так далее. И, значит, хочу сказать, чтобы начать таким образом сбрасывать вес, встаньте перед зеркалом, разденьтесь, посмотрите на себя со всех сторон, на ваши складки, на жиры на боках, попробуйте пальцем, сколько там еще можно убрать и на сколько размеров вы можете уменьшиться. Представьте себя без лишних жиров на боках и ногах. Сколько лишнего веса, вот так представьте себе, как пачку молока, допустим, килограмм, да, этого лишних ваших кило, как пачку молока, например, да, литровую. Сколько этого всего лишнего висит на вашей позвоночнике, да? Как легко, если вы это скинете, вашей спине будет не носить вот эти вот лишние кило. Иногда бывает целая сумка этих продуктов, вы представьте себе, вы носите на себе. Как легко будет наклоняться без живота. Ничего не будет трястись, когда вы бежите. Лифчик не будет врезаться, грудь будет более красивой формы. На животе не будет вот этого безобразия, которое надо утягивать, или там на заднице, извиняюсь, которые нужно утягивать, какие-нибудь утягивающие трусы. Вы станете легкой. В общем, что вам такого еще противненького сказать, чтобы понятно стало. Такой ветерок у нас приятный. Не надо будет вам носить свободные удлиненные вещи. Не оверсайз, а именно вещи, которые скрывают ваши жиры и объемы. У вас появится свобода выбора одежды. Вы сможете носить то, что вы хотите, а не то, что вы можете и в состоянии носить. И это все будет очень приятно сказываться на вас.
вы будете руководствоваться тем, что нравится и не нравится, а не то, что вы можете и не можете. И это очень важно. На этом я, наверное, закончу свое видео. Девочки, если вам что-то было полезно из этого видео, не сочтите за труд, поставьте лайк этому видео. И у нас тут обсуждаются все интересные женские темы. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь. С вами была Наташа. Пока. На велосипедах. Где я раньше?